Всем привет! В этом небольшом видео рассмотрим общий процесс моделирования вот таких вот канавок. Причем как на вот такой поверхности, как и, скажем так, с внешним изгибом, внешним, внутренним, ну и вырез вот такой вот, который имеет вот такую странную форму. Мне он, конечно, не очень нравится, но такую поверхность сделать можно. Причем очень быстро и буквально в пару кликов. Конкретно не буду я рассматривать какой-то из этих данных способов, потому что они уже здесь есть. Просто применяем те инструменты, которые я покажу, и получим похожий результат. Я уже загрузил вот такую картинку, ну просто потому что так гораздо интереснее. Так, включу наш Origin и буду повторять вот эту цилиндрическую часть вот этой какой-то греческой колонны. Да, в принципе, конечно, можно пытаться повторить все эти орнаменты в каком-то приближении, но я в этом смысла не вижу, поэтому остановимся только вот на этой цилиндрической части. Создам эскиз. Вот таким образом. Finish Sketch, операция Revolve. Окей, хорошо. Далее, допустим, можно, конечно, не применять Offset Face, но я его, в смысле, Offset Plane, но я его сделаю. Далее, получил вот такую поверхность со смещением, и на ней, так, перейду в английскую раскладку, клавиша P английская, проекция. Получу проекции двух вот этих вот элементов и применю инструмент из вкладки Create под названием Slot. Вот этот первый, который здесь находится. Сделаю клик первый, второй и получил вот такой вот профиль. Ну, точнее эскиз. Немножечко его подкорректирую, спозиционирую так, как мне будет нравится, и нажму Finish Sketch. Далее просто перейду в инструмент Split Face, выберу данный элемент, выберу данный наш эскиз и нажму ОК. Так, отключу сейчас, так, хотя эскиз уже отключился. Как мы видим, Split Face, он, так как это была цилиндрическая замкнутая поверхность, он разрезал как и переднюю, так и заднюю часть. Нам этого не нужно, поэтому, находясь в рабочем пространстве Solid, я просто выбираю данный Face, нажимаю Delete и удаляю его. Далее я перехожу в рабочее пространство Surface, выбираю данную поверхность и нажимаю Delete. В данном случае я расшиваю поверхность, и у меня получается вот такая здесь, по сути, дырка. Ну, потому что отверстие — это запланированная дырка, а это не запланированная. Или наоборот. Ладно, неважно. Далее применяю инструмент Ruled для вот этого элемента, экструдирую вот так наружу и разворачиваю все таким образом. Получается, что далее я буду использовать инструмент Patch с настроечкой G1, и у меня будет получаться вот такой вот замечательный паз, который такое углубление, канавка, как это было в данном случае. Причем все будет здесь сохраняться с параметрами. Теперь же я в бадисах отключу наше первое тело, выберу инструмент Patch, выберу данный профиль, поставлю здесь галочку Group Edges и выберу настройку здесь, ну, например, G1. Так, или, например, G2 получится ли? Ну да, в принципе, нормально. Так, при этом есть вот такая вот стрелочка, да, которой мы можем играть. То есть, поднимая и опуская ее, мы меняем, скажем так, глубину кривизны. Ну, пусть будет приблизительно вот так вот. Нажму ОК, отключу, значит, видимость вот этого элемента. И посмотрим, как они теперь между собой смотрятся. Применю инструмент Stitch и нажму ОК. Так, далее давайте включим инструмент Zebra и посмотрим, что из себя представляет тут зебра. Ну, здесь как-то так. Здесь вот таким образом она распределена. Причем я могу вернуться в историю. Наш world, где был здесь в таймлайне. Пробую здесь немножко вот так поднять все это. Нажму ОК, и здесь все перестраивается. Здесь все-таки подозреваю, что поверхность достаточно хорошего качества, просто здесь не очень хороший шейдинг. То есть, ну, так тени ложатся. Потому что, в принципе, на виде сверху здесь все достаточно неплохо. Так, увеличиваем плотность сеточки. Ну, не так плохо на самом деле. Я бы сказал, даже хорошо. Окей, ладно. Так, анализ отключу. Дальше мы просто применяем, так, только перейду. В принципе, можно, конечно, сделать это и в Surface, но я предпочитаю делать в Solid. Выберу наш круговой массив. Здесь в типе выберу Face. Выбираю нашу данную канавку. Она в данном случае является одной единственной поверхностью. Потом выбираю цилиндрическую поверхность.
И прокликиваю так, подгоняю какое-то определенное количество, либо знаю его заранее, либо просто делаю на глаз. Ну, мне нравится, допустим, 14 элементов. Нажимаю ОК, ожидаем пару секунд буквально, и мы получили вот такую вот, так, отключу нашу картинку, и мы получили вот такой вот, скажем так, такой фрагмент колонны. Вот. Можно, конечно, здесь дальше пытаться вот эти завитушки делать, каким-то образом их редактировать, возможно, через T-Spline, возможно, можно данную колонну экспортировать через Mesh-объект в какой-нибудь сторонний редактор, сделать там ретопологию, можно, конечно, сделать вот эти цилиндрические части. В принципе, можно даже подготовить какую-то игровую модель в будущем, причем достаточно быстро и без, скажем, каких-то особых напрягов, потому что если мы делали это в полигональном редакторе, то, скорее всего, тут приходилось бы работать с топологией, выравнивать сеточку, а если это еще было бы под subdiv, а здесь мы можем экспортировать все это с плотностью сетки настраиваемой. Ну, короче, это CAD, это не полигональный редактор, но в целом, скажем так, куда-то это можно уже отправить, с этим работать. Так, на этом я видео буду заканчивать. Всем спасибо за внимание. Обязательно подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, это очень важно. Ну, что еще сказал? Лайки ставьте. Ну, да, все. До новых встреч.